Ух, друзья, вы меня и радуете своими рецептами в комментариях. Сегодня 3 потрясающих салата по вашим рецептам. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Ставлю вам, друзья, лайк и начнем. Все настолько просто. Давай быстрее, бо я уже слюной начинаю давиться. Да, ты знаешь, как это вкусно. Мне понадобится 2 кастрюли. В одну кастрюлю я добавляю несколько листиков лаврового листа, штучек 5 горошин, 7 душистого перца. Также мне понадобятся веточки укропа, именно толстенькие. Сюда. Они самые ароматные. Да, и вторую можно. И сюда же добавляю пол столовой ложки соли. Так, хозяюшки, мы варим раки. Узнали? Перемешиваю, пусть хорошо закипит. А во вторую кастрюлю я вливаю маринад из помидор. Или от помидор. Ой, вот так вот. Зажигаю огонь, накрываю крышкой, пусть тоже закипает. Ну что, царица нашего дня – рыба. У меня хэк, можно использовать и минтай. Тушки разрезаю на несколько частей. Я их, конечно же, предварительно помыла, избавилась от черных пленок. И теперь смело могу выкладывать в кипящий рассол. Довожу до кипения. Смотрим, что у нас здесь. Вот, когда рыба закипела, провариваю, друзья, ровно 5 минут. Прямо засекаю время, 5 минуточек. Это важно. Все, пусть булькает. А во вторую кастрюльку, у меня здесь уже закипел маринад, выкладываю вторую часть рыбы. Вот это мы сегодня раков наедимся, Сережка. Накрываю, чтобы быстрее. А тем временем можно подготовить овощи. Мне нужна одна вот такая вот крупная морковь, вареная. Я ее выкладываю в пакет, завязываю и отправляю в микроволновку на 5-7 минут. Красота! Ну что, ровно через 5 минут выключаю нагрев, отставляю кастрюльки на 20 минут. Пусть рыба напитается теми ароматами, в которых готовилась. А я в это время сковородку на огонь, немного растительного масла, а вот так вот, чтобы покрыло. Сюда, Сережка, ко мне. Мне понадобится 2 вот таких вот довольно крупных луковицы, которые я нарежу на полукольца. Тоненькие-тоненькие. Ну, не сильно тоненькие, но все же красиво. Выкладываю в разогретое маслице. Аккуратненько. Немного присаливаю. Также добавляю щепотку сахара. Красота, тра-та-та. Ох уж вы меня и удивили эти салатики ваши, хозяюшки. Настолько вкусные, необычные. Все, записала прямо себе в тетрадку. Жарим лук, а пока я могу смело натереть 2 вот таких вот крупных моркови на крупной терке. Когда лук стал вот таким вот румяным, красивым и аппетитным, можно его вынимать. Так, я это сделаю вот так вот, максимально оставляя масло в сковороде. Оно мне еще сейчас пригодится. Все, лук выкладываю, в какую-то пиалочку. Уже вкусно. Можно прямо взять кусочек хлеба и уже начинать. А эту сковородку с растительным маслом снова на огонь. И выкладываю сюда натертую морковь. Вот так вот. Опа. И обжариваю до мягкости, чтобы она была уже практически готовой. Ну что, Сережка, рыбу уже можно вынимать? Конечно. Пахнет очень вкусно. Знаете чем? Раками. Да. Запах такой, я аж сам не ожидал. Все, теперь это все дело нужно хорошенечко остудить. Так, это в маринаде, а это как раки. Когда морковь стала мягкой, также отключаю нагрев и даю ей остыть. Ну что, а пока можно сделать майонез. В чашу блендера вливаю 180-200 мл растительного масла без запаха, друзья. Сюда разбиваю 1 яйцо. Все ингредиенты у меня комнатной температуры. Немного соли, немного сахара, пол чайной ложечки горчицы. И сюда же сок лимона, примерно чайная ложка. Я прямо вот так вот. Красота! Тра-та-та. Ножку блендера ставлю на желток и начинаю взбивать. Все, какие-то 30 секунд, и домашний майонез у меня сегодня прям такой густой. Вкусно, готов. Ну что, собираем салаты. Рыба. Ее нужно отделить от костей, очень внимательно. Это делается просто и быстро. Вот так вот, плавнички. Кожица сама сходит. Вот так вот. Получается вкуснейшая крабовая палочка. Да. Можно даже к пиву. Скажи, вкусно. Да, такое ощущение, будто ешь сами раки. Вообще класс. Давай, мне уже не терпится. Беру рыбу и вот так вот на мелкие кусочки разламываю. Можно размять вилкой, там уже по желанию. А мне больше как кусочками попадает. Да. Хаотично так. Да, согласна. Первый слой рыба или раки. Раки под шубой.
Точно, раки под шубой. Точно, раки под шубой. Так, вот так вот. На рыбу сеточка из майонеза. Следующим слоем идет обжаренный лук. Какая вкусняшка. Я смотрю, тут пивом не обойтись. Та-да, Сережка. Что у нас там есть? Что-то в заначке. А на лук выкладываю морковь. Все хорошо распределяю равномерно. На морковь сеточка из майонеза. Снова рыба. Снова раки. Снова раки. Как скажешь. А, тебе уже хочется попробовать. Конечно. На рыбу сетку из майонеза. Снова слой лука. Как же это аппетитно, а? Угу. Сверху слой моркови. Угу. Класс. Ой, пальцем облизывалась. Снова сеточка из майонеза. И так, пока не закончатся все ингредиенты. Так, следующий салат нам понадобится та же рыба, которую я вот так вот измельчаю руками. Не сильно мелко, не крупно, примерно на вот такие вот кусочки. А как же я теперь объясню, где какая рыба была? А неважно, она и та вкусная. Но вкуснее все-таки, Сережка, та, что вареная, как раки. Именно со специями, с укропом. Она намного ароматнее и прям по вкусу. Точно, что крабовая, даже вкуснее. Да, Она да. как настоялась на своем соке. Да, реально вкусно. Следующим ингредиентом идет отварная морковь, которую я мелко нарежу. А вот так вот. Поехали в салатник к рыбке. Оп. Так, и берем хорошую такую веточку вот такого вот свеженького красивого укропа. И меленько нарезаем. То раки под шубой, а эти на пруду. В пруду. Сюда же. Осталось этот салат заправить майонезом. И перемешать. По-простому, короче. Да, этот вообще простейший салат. А какой же ж результат? По-ресторанному. Да, Сережка? Конечно. Как ты любишь. Выкладываю. Ну что, друзья, готовы? Та-дам! Та-да-да-да, та-да. Оп! Красота! Тра-та-та. Салатики настоялись, теперь пробуем. Мы с Сережкой уже знаем, что это вкусно. Начнем с первого. Это прямо как 100% раки, друзья. Давай. А? Вкусно? Вообще класс. Класс, класс, класс. И этот салатик тоже по-своему очень вкусный. Он Ой, а настоялся. послевкусие после того вообще супер. Скажи, я настолько удивилась вкусом этих салатов, что просто вау. Ух ты, Кухня! вкусно. А третий салат, друзья, я уже тоже импровизировала с ваших комментариев. Основа этот салатик, Сережка, покажи. Основа этот салат, только я добавила зеленый горошек. И он заиграл совершенно по-другому. Тоже очень вкусно. Пробуй этот. Удивишься сейчас. На что похоже? Вот этот, что в соусе, Вот это, этот да? самый такой, да. Мгм. Этот самый-самый выявленный. М. Друзья, хозяюшки, вам вот такой вот огромный лайк и благодарность. Это все вкусно. Готовьте, экспериментируйте, делитесь своими рецептами. Ну а мы сейчас это все съедим.